Здравствуйте! В данном видео я сейчас вам расскажу, для чего такие диодные мосты собираются, с чего он собран, как это все работает. Итак, поехали. Вот у нас сейчас есть диодный мост. Вот отсюда у нас приходит переменное напряжение. Он это все дело трансформирует в постоянное напряжение. То есть сюда приходит у нас по этому проводу 220, а уже вот тут, где плюс и минус, уже идет постоянное напряжение. И оно выпрямляет его. Выпрямляет, и более того, когда ничего не подключено, выдает оно постоянного напряжения 210. Вот. А когда уже подключен конденсатор, то уже отсюда всегда будет идти 310 вольт, 320. Поэтому подключаю я вот такой конденсатор, чтобы был запас хороший такой. То есть, чтобы там не 350 вольт было, а 450. Вот это уже неплохо. 100 микрофарад. То есть емкость такая вот у нас. Значит, для чего это будет у нас использоваться? Сейчас я вам покажу все, расскажу и схемы покажу элементарно так, что вы разберетесь за пару минут, как такие мосты вообще собираются. Вот я сейчас подаю питание, включил постоянное напряжение 600 вольт, так как здесь будет больше 300. И вот мы смотрим на мультиметр. 324 вольта. Представьте себе. И если вы выключите это конденсатор, он часами будет хранить в себе напряжение. То есть его нужно разряжать каким-нибудь резистором. Ну, или вот так вот лампочкой. То есть от этого диодного моста, значит, ну, вы видели, какое напряжение приходит. И диодный мост сейчас на полную работает, он до 1 ампера дает. Это очень большой ток на самом деле, еще и при таком вольтаже. Вот, я думаю, вам не надо объяснять, чем опасно такое напряжение, когда оно высокое. 1 ампер это просто, ну, это очень. Так, ну перед тем, как мы вообще что-то трогать руками, надо проверить, нет ли тут напряжения после разряда. То есть разряжаем его, чтобы там прямо до нуля все было. Потому что, поверьте, при 300 вольтах и 1 ампер он отправит спать вечным сном мамонта. Постоянное напряжение, да, так, постоянный ток так сделает. В Америке полиция, когда там от них убегают преступники, они, знаете, такие штуки используют. Вот не хочу говорить какие, вы понимаете, там 0,00001 ампера, здесь аж целый 1 в этом диодном мосту, и здесь такой вот заряд может быть. Поэтому соблюдайте технику безопасности, берегите себя. Так, ну перед вами вот диод, у него вот есть полосочка такая белая, да, на краю видно. Эта полосочка значит, что это катод, то есть минус. А где нет этой полосочки, это анод. Я сейчас покажу схему, как это правильно подключить. Сейчас вот элементарно все поймете. И покажу еще небольшую практику. Сейчас немножко теории, чтобы вы вообще понимали, что к чему, куда. То есть, вот, в принципе, профессиональная схема. А есть вот, ну, понятная схема, вот, чтобы всем было понятно. То есть, вот в самих у нас диодах, вот диодный мост собранный, цепь его такая. То есть, у нас должен диода катод, к катоду быть повернут вот так вот, да? Вот, анод к аноду. Здесь катод, вот вы видите, да, как нарисовано, то есть катод к аноду и здесь катод к аноду. То есть, чтобы было проще все понятно, даже показываю вот на рисуночке. То есть у нас, чтобы легко, потому что, ну, много кто путается, не может сразу этот мост собрать, мы должны понять, что нам просто надо видеть, что две бочечки, да, вот, ну, два диода, они просто вот в одну сторону смотрят, два в другую сторону смотрят. Вот, когда мы будем видеть перед собой вот такую вот картинку, то значит здесь, где катоды, то есть минуса, соединяются, здесь всегда будет плюс постоянного напряжения. Вот. А где мы видим два плюса, то есть анода, здесь всегда будет минус. А здесь переменка, здесь вообще без разницы. Ну, то есть, сейчас я вам покажу, что без конденсатора постоянного напряжения здесь будет 200 с чем-то вольт, а вот здесь будет 220. У меня все отключено, сразу говорю, от розетки. То есть, вот, вилка. То есть, вот такой вот мост.
И в данном видео, значит, у нас диоды используются сейчас, чтобы до 1 ампера. N4007. 1N4007 это модель данного диода. Из них очень много делают сборки. Это классическая сборка вообще. То есть вот профессиональный рисунок также показываю. То есть мы всегда знаем, что вот эта сторона это катод, то есть минус. А вот эта сторона это анод, плюс. То есть вот так проще будет понять. Ну, либо вот так. То есть те, кто уже там знает, что это знак, символ, как вот здесь, да, на мультиметре нарисован. Это символ диодов. То есть данный мост может выдерживать там работу 1000 вольт напряжения. Ну, постоянно, систематично он будет выдавать, когда будет подключен сюда конденсатор, он будет выдавать постоянно там 320, 320, 310 вольт будет давать постоянного напряжения. То есть вот показываю наглядно. Включаем 600 вольт постоянного напряжения и меряем. Сейчас он покажет 208. Это у нас отсюда выходит постоянное напряжение. А вот переменка. То есть вот то, что у нас от сети идет. Таким мы образом создали выпрямитель для возможных раций, радио, например, там зарядных каких-то устройств, то есть до 1 ампера. Ну и какие-то различные еще всякие разработки. Есть много всяких набросок идей. Сейчас покажу схему, одну из, по которой многие ребята работают по незнанию. Так работать нельзя. Вот я сейчас включу ненадолго это оборудование. То есть вот этот конденсатор, ему нужно 25 вольт. Но здесь сейчас пытается прийти 320, 324, как вы видели. Вот эти два резистора, они пытаются все это сдержать. Они пытаются дать то напряжение, столько, сколько вы, у вас будет тут оборудование потреблять. Но из-за того, что сюда пытается прийти 320 вольт, а у нас вот такой вот конденсатор на 25 вольт. Так как у нас светодиоды сейчас вот на 24 вольта, вольт в запасе даже есть, тут 24 вольта, 0,6 миллиампер потребляется сейчас тут. То есть два эти резистора не дают сюда как прийти 1 амперу, только то, что потребляется. И по напряжению пытается. То есть на них очень сильная нагрузка, они сильное сопротивление, конечно, оказывают. Вот. Но из-за вот всего вот этого вот добра, которое здесь происходит, перегреваются резисторы, они могут выйти из строя, бабахнуть и перегреться, потому что они пытаются все, вот этот вот излишек, который сюда должен прийти, он сдерживает, и это все преобразует в тепло. То есть вот эта схема не подходит, сюда просто надо поставить, как я уже сказал, 450, чтобы был запас. Потому что многие думают, что сюда столько вольт не надо. Скажу сразу, что, во-первых, сюда не придет там 300 вольт, сюда придет ровно 25-24 вольта, но столько, сколько будут кушать, значит, эти светодиоды. И более того, здесь 100 микрофарад, то есть, когда отключится питание, они не будут вот так гаснуть мгновенно, они будут постепенно гаснуть, то есть будет разряжаться конденсатор. Вот. Данная схема уже, то есть здесь можно было бы уже изобрести зарядку какую-то там примитивную или дать питание, если вот корректно другой бы конденсатор тут стоял, то есть уже можно было бы какое-то бы радио собрать, то есть продолжить еще пару микросхем или там рацию какую-то сделать. И хотя это классическая схема подключения, когда два резистора параллельно идут друг к другу, с какой вы стороной поставите, их не имеет совсем разницы. Они, кстати, сейчас вот в данный момент очень горячие. Лучше один поставить на анод, а второй на катод. Какой стороной вы поставите их, совсем не имеет значения. Они будут тех же давать 44 килоома сопротивления. Просто в такой схеме один греться будет сильнее. Скорее всего, вот этот будет сильнее греться. А так вы 2 ватта тепла будет давать. А так вы просто их разбросаете, у них будет по ватту нагрузка тепла идти. И как бы так безопаснее, но защищать будет цепь и будет исполнять абсолютно ту же функцию. То есть это современное было бы поставить на разные как бы
на разные поставить провода. Так, ну, я буду еще в следующих роликах снимать, как можно будет с диодного моста сделать полноценную зарядку, там, до 10 ампер на все виды аккумуляторов, но в следующих роликах также хочу, вот фотодиоды есть, я хочу показать, что с такой схемы можно продолжить, собрать там, не просто там какой-то радио собрать там, да, или рацию какую-то, там, зарядку, а по просьбе подписчиков очень проголосовали, чтобы снять очень интересное видео, вы об этом узнаете в другом ролике, я здесь не буду рассказывать все, так сказать, секреты. Вот. В ту же сборку можно, кстати, было бы и добавить кое-какие предохранители, там на 1 ампер, и продолжить сборку с фотодиодами. Будет очень интересное видео, там можно будет датчик движения сделать, сигнализацию, и вообще, там я планирую в следующем ролике показать много чего интересного. Подписывайтесь ко мне на канал, у меня много полезной информации, пишите ваши вопросы, я все комментарии читаю. Спасибо большое за просмотр, поставьте этому ролику лайк за рисунки, которые я вам показал, схему, я очень старался для вас, оцените мою работу, именно лайки оценивают мои труды, и я этим мотивируюсь, и меня это мотивирует, и я стараюсь для вас. Спасибо.